Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько неимоверных новостей, которые активно обсуждают. Начну с истории, вызвавшей резонанс в земле Северной Рейн-Вестфалии. При подсчете голосов перепутали результаты между партиями «Альтернатива для Германии» и «Свободно-демократическая партия». Ошибка кажется технической, но вызывает вопрос, насколько надежна система подсчета в современных выборах. Тем временем в Берлине назревает судебный спор между партией «Альтернатива для Германии» АДГ и Бундестагом. Речь идет о возврате внимания 2,3 миллиона евро, удержанных из-за подозрений в незаконных пожертвованиях. На фоне политических новостей экономические сигналы. Готовится повышение пенсий, обсуждает тарифы на электроэнергию, а канцлер Фридрих Мерц начинает серию визитов по федеральным землям. И это не все. Внимание привлекает новая сделка между Соединенными Штатами Америки и Китаем, которая может изменить мировой торговый баланс. Все эти события разберу подробно в обзоре. Поддержите канал, подпишитесь, чтобы не пропустить главные события последнего часа. Итак, в Германии снова обсуждают ситуацию с подсчетом голосов. В одной из общин земли Северной Рейн-Вестфалия перепутали результаты между партиями «Альтернатива для Германии» и «Свободно-демократическая партия». Неимоверно. После пересчета бюллетеней выяснилось, вместо 14 голосов за «Альтернативу для Германии» партия на самом деле получила 70, а у либералов наоборот оказалось не 70, а только 14 голосов. Ошибка произошла в небольшом участке, где члены комиссии просто перепутали строки в таблице при внесении данных. После пересчета результаты были все-таки исправлены, но мандаты в местном совете остались без изменений. Жители недоумевают, как подобные ошибки возможны в современной системе подсчета. Эксперты напоминают, подобные случаи уже случались в Германии и раньше. В некоторых городах перепутанные цифры даже повлияли на итоги выборов мэра. Теперь власти обещают усилить контроль и повторно проверить другие участки, чтобы исключить подобные ситуации в будущем. Следующая новость одна из самых необычных в Германии. В партии «Альтернатива для Германии» АДГ начинается судебное разбирательство с Бундестагом. Партию обязали вернуть 2,35 миллиона евро, удержанных из-за вопросов по происхождению крупного пожертвования, о котором я вам ранее рассказывал. Теперь «Альтернатива для Германии» АДГ подала иск, требуя возврата этих средств. Суть скандала. В выбранной агитационной кампании в преддверии парламентских выборов были размещены билборды, оплаченные пожертвованием в сумме 2,35 миллиона евро. Официальным отправителем значился австрийский бизнесмен Герт Динглер. Однако администрация Бундестага выразила сомнения в корректности оформления этих пожертвований. По данным следствия, за Динглером могли быть и иные совершенно источники финансирования. Например, немецкий предприниматель Генник Конли, который, по данным средств массовой информации, мог оказать финансовую поддержку еще ранее. Это соответствует версии о так называемом пожертвовании подставного лица, запрещенного, кстати, законодательством Германии. «Альтернатива для Германии» АДГ заранее перевела сумму в казну Бундестага, скажем так, на хранение, чтобы избежать возможных штрафов в случае подтверждения неправомерности. Теперь партия требует назад эти деньги, заявляя, что пожертвование было законным. Стороны еще не вошли в суд, дата слушания пока не назначена. Этот спор касается не только значительных сумм и партийных правил, он вызывает вопросы о прозрачности политического финансирования в Германии. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Появился проект реформ пенсионной системы, которого все ждали и который предполагает значительное повышение пенсий с лета 2026 года. Это затронет около, внимания, 21 миллиона получателей социальных выплат. Фактически увеличение будет окончательно определено весной 2026 года, когда станут известны все данные о росте зарплат. По предварительным расчетам, реализация повышения создаст нагрузку на бюджет в размере 122 миллиарда евро. Правительство Германии Фридриха Мерца ожидает, что пенсии поднимутся в среднем, внимание, на 3,73 с 1 июля 2026 года. Министерство труда и социальной политики уже направило проект в другие ведомства для согласования. Это подготовительный этап перед окончательным утверждением.
Если предложение будет принято, это станет одной из самых крупнейших корректировок пенсий за последние годы. Однако, внимание, такие решения несут за собой и серьезные вызовы. Рост расходов государства, необходимость устойчивого финансирования и баланс между интересами нынешних и будущих поколений. Форма повышения, сроки и источники финансирования еще обсуждаются. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. С 2026 года в Германии заметно снизятся цены на электроэнергию. Федеральное агентство по сетям объявило, что тарифы на передачу электричества будут уменьшены почти, внимание, на 17%. Это касается как обычных граждан, так и предприятий. Правительство Фридриха Мерца планирует выделить около 6,5 миллиардов евро, чтобы компенсировать расходы энергетических компаний и не допустить роста цен. Благодаря этому шагу немецкие семьи смогут сэкономить до 100 евро в год в зависимости от региона и поставщика. Особенно ощутимо снижение будет в южных землях Германии, где тарифы на сетевые услуги традиционно самые высокие. Однако окончательное решение еще должно быть утверждено до декабря. Если документ примут, снижение начнет действовать с лета 2026 года. И это только начало. Канцлер Германии Фридрих Мерц отправляется с рабочим визитом в федеральную землю Мекленбург, Переднее Померания. Главная цель поездки – это обсудить экономическую ситуацию в регионе и развитие промышленности. В столице земли, городе Шверин, Мерц встретится с премьер-министром Мануэлой Швезих. Планируется совместное заседание земельного правительства, где обсудят вопросы занятости, энергетики и поддержки среднего бизнеса. Кроме того, канцлер посетит местное предприятие, выпускающее медицинское оборудование для лечения диабета. Компания уже создала сотни рабочих мест и намерена расширять свое производство. По словам представителей федерального правительства, Мерц хочет лично увидеть, как живут и работают люди в разных регионах Германии. В ближайшие месяцы канцлер планирует посетить, внимание, все 16 федеральных земель, чтобы укрепить связи между Берлином и регионами. Этот визит в Мекленбург – это первый в серии поездок, которые должны показать, правительство все-таки намерено быть ближе к гражданам и решать проблемы на местах. А следующая новость еще интереснее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Сеуле объявил о прорывной сделке с Китаем, которая ослабила часть торговых разногласий. Но аналитики отмечают, соглашение может оказаться ограниченным по результатам. И Трамп недооценил позицию Си Цзиньпиня. Согласно оглашенным условиям, Китай вновь начнет закупать американскую сою, а Соединенные Штаты Америки обещают ослабить тарифы. В числе уступок Трамп заявил, что экспорт КНР редких земельных металлов будет освобожден от ограничения на 1 год. Для Соединенных Штатов это важно. Современные чипы, спутники, электромобили – все это зависит от компонентов, для которых Китай контролирует большинство мировых запасов. Но эксперты считают, сделка дает Пекину слишком много свободы и стратегических преимуществ. Китай же преимущественно принял предложение. В китайских СМИ уже указано, что сторонам удалось достигнуть так называемого консенсуса по торговым вопросам, и теперь главное быстро воплотить договоренности в жизнь. Наблюдатели отмечают, заявленный успех может иметь преимущественно дипломатический характер. Трамп говорит о победе, но Китай, обладая рычагами контроля над ключевыми ресурсами, остается все-таки сильным игроком. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.